Уже совсем скоро будет год, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Это не спровоцированная, неоправданная агрессия против суверенной демократической страны. Своими действиями Кремль подрывает глобальную безопасность и грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. Все эти месяцы под удары попадали самые разные объекты, и далеко не всегда военные, как утверждают российские власти и пропагандисты. Пока из-за разбомбленной инфраструктуры украинцы оставались без электричества и тепла, на российском телевидении открыто этому радовались. Но есть вещи, о которых до сих пор российские власти и пропагандисты почему-то предпочитают молчать и стараются как можно быстрее забыть. И это удары прямо по мирным жителям, которых за эти месяцы было очень много. Вместе с нашими партнерами, украинским 24 каналом, мы вспомним несколько самых ужасающих случаев, когда российские ракеты и бомбы убивали простых украинцев. Случаев, правду о которых российские пропагандисты и официальные лица утаивают или искажают до сих пор. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал, если для вас это безопасно. В самом начале вторжения, в феврале, в осаде оказался крупный город на Азовском море – Мариуполь. Его ежедневно бомбила российская авиация, он постоянно обстреливался из артиллерии. Те люди, которые не могли эвакуироваться, были вынуждены жить в подвалах и бомбоубежищах. И одним из мест, где скрывались гражданские, стал городской драматический театр. Под ним как раз было бомбоубежище. Люди прятались в здании, и этому есть видео подтверждение. Вот этот ролик сняли не позднее 10 марта. Рядом была импровизированная кухня, а еще возле театра были огромные надписи «Дети», которые отлично видно с воздуха. Однако 16 марта 2022 года здание было уничтожено. Назывались разные цифры погибших от 300 по информации городского совета до 600 по версии Associated Press. Уже на следующий день в трагедии обвинили Украину. В самопровозглашенной ДНР заявили, что театр расстреляли из танков украинские военнослужащие. А в российском министерстве обороны, наоборот, сказали, что театр специально заминировали и взорвали сами украинцы. Никаких доказательств они не предоставили, то есть вообще никаких. Согласно докладу ОБСЕ, ответственность за уничтожение театра лежит на российской армии. Такой же вывод делают правозащитники из Amnesty International. По зданию ударили авиационной бомбой, при том, что было очевидно, что внутри находились мирные жители. Даже если российские военные предполагали, что в театре могли быть украинские военнослужащие, удар это не оправдывает из-за присутствия там гражданских лиц. И это действие содержит все признаки военного преступления. А вот еще один случай. Это ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года. Там в этот момент находились тысячи гражданских. 61 человек погиб, а больше 120 были ранены. А теперь смотрите, что было перед этим. Из Краматорска шла эвакуация мирного населения. А в российских телеграм-каналах при этом почему-то советовали не эвакуироваться поездами. Непосредственно 8 апреля, в день обстрела, там же начали писать, что российская армия наносит удары по украинским военнослужащим в Краматорске и публиковать кадры, снятые рядом с вокзалом. Однако, как только стало известно, что удар пришелся по мирным людям, эти сообщения начали пропадать или их отредактировали. А за минуты до удара российская Минобороны сообщала, что бьет по железнодорожным станциям в соседних населенных пунктах. Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск. В то же время в телеграм-канале «Типичный Донецк» появилось видео с запуском ракет в городе Шахтерск, который контролирует самопровозглашенная ДНР. Очень скоро выяснилось, что по вокзалу ударили ракетные комплексы .У. И в Минобороны России сразу же заявили, что такие комплексы они не используют. Но эта версия – ложь. Те же российские точки не раз видели, например, в Беларуси, в приграничных с Украиной районах. И двигались они как раз в Украину и из Украины. Никаких сколь-либо серьезных доказательств своей непричастности к удару российская сторона так и не предоставила. Вот еще один случай. 27 июня Россия ударила ракетой Х-22 по торговому центру в городе Кременчуг. От взрыва и пожара погибли более 20 человек.
Спустя секунды после первого удара случился второй по территории расположенного рядом Кременчугского завода дорожных машин. В России сразу же заявили, что по торговому центру не били, а поразили некий склад боеприпасов на заводе рядом. А от этого уже загорелся торговый центр. И вообще, якобы ТЦ не работал. Что неправда, вот как он выглядел незадолго до удара. За 3 дня до атаки администрация вообще перестала закрывать центр на время воздушной тревоги. А момент попадания ракеты в место неподалеку от ТЦ есть на видео. И это случай, который наглядно демонстрирует, как российская армия пренебрегает международными законами, когда бьет ракетами по объектам в городах. Эти ракеты, такие как Х-22, совсем не высокоточное оружие. Оно предназначено для того, чтобы атаковать крупные корабли в открытом море, а не здания посреди городской застройки. В России не могли не знать, что последствия удара такой ракетой по городу могут быть непредсказуемыми, а это признак военного преступления. И последний, совсем недавний пример. 14 января 2023 года российские войска устроили очередной массированный ракетный удар по Украине. И ракета, снова Х-22, попала в жилой дом в Днепре. Были разрушены 2 подъезда, погибли 46 человек, минимум 80 получили ранения. И у некоторых российских пропагандистов это вызвало откровенную радость. Даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Но посмотрите на фотографии Мариуполя, вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет, и с Киевом это будет. По словам представителя воздушных сил Украины Юрия Игната, ракета была выпущена из дальнего бомбардировщика Ту-22М3. В тот день их запускали из района Курска и Азовского моря. В офисе генпрокурора Украины рассказали, что за атакой стоит 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк России. Российская сторона широко распространила ничем не подтвержденную версию о том, что ракета попала в дом из-за того, что ее якобы сбила украинская противовоздушная оборона. Однако, даже если принять эту версию как настоящую, хотя и доказательств ей нет, вина за гибель людей все равно лежит на российской стороне. Если бы Россия не устраивала массированные ракетные удары по Украине, этого бы просто не произошло. По данным ООН, на 12 февраля в результате полномасштабного российского вторжения погибли 7199 гражданских. Однако реальные потери куда выше, только в одном Мариуполе убитых российскими ракетами и бомбами может быть куда больше. Ракетные удары и бомбардировка любых объектов, когда это создает угрозы для гражданского населения и грозит большими жертвами, это военное преступление. Но за прошедший год российские войска показали, что нормы международного права и правила ведения войны для них никакого значения не имеют.